Приветствую, друзья! Продолжаю сборку легкого танка Т-50 издательства «Картонная фабрика». В прошлой серии завершил полностью сборку корпуса и теперь можно переходить к сборке ходовой части. Перед началом попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и, конечно же, написать какой-нибудь комментарий. А мы начинаем. Приятного вам просмотра! Все элементы ходовой изображены на этих рисунках, и сегодня предстоит мне это все дело собирать. Располагаться будут детали, как показано на этом рисунке. Также соберем некоторые элементы в кормовой и носовой частях танка. Вырезал все детали, торцы подкрасил, а для удобства разместил все в такие емкости. Детали с номерами перед вырезкой сфотографировал, дабы потом не запутаться и понимать, какая деталь под каким номером. Ну и вот, собственно, и весь фронт работ на сегодня. Сборку решил начать, на мой взгляд, с самой простой части. Это ограничитель хода балансиров. Головку болта я уже приклеил на свое место. Сейчас вам покажу. Размер болта под ключ примерно 1 мм. Первым делом собираю резиновое основание. Состоит оно из двух одинаковых деталей, подклеенных на картон толщиной 1 мм. По журнальной сборке эти детали нужно было наклеить на картон толщиной полмиллиметра и затем по периметру наклеить полоску толщиной 2 мм. Я, естественно, от этого отказался. Сверху резинового основания клеим металлическую пластину. На саму пластину привариваем треугольные ребра и в конце сборки получаем готовый сборочный узел. Далее начинаю собирать картер бокового редуктора. Беру первую деталь, называю ее основанием. Как видите, деталь двухсторонняя. Далее самое простое. Приклеим маслозаливные окна. Два небольших диска. На одном можно видеть небольшие имитации головок болтов или гаек. И давайте тоже покажу ближе основание. Там также можно наблюдать все посадочные места деталей. И очень мне нравится, что они выполнены практически в цвет самой детали. Они белыми пятнами. Тут даже если что-то вырежешь неровно, это не будет заметно. Далее будет чуточку сложнее. Нужно свернуть деталь в конус. Немного смачиваю кожу, чтобы бумага не скользила по ней. Первоначально буду скручивать стержень большего диаметра. Визуально смотрю место пересечения краев у детали, и именно там располагаю конец стержня. И тогда при вращении стержня стенки будут ровными. Заканчиваю вращение в центральном положении детали. Затем беру стержень потоньше. Как всегда, это отвертка. Сначала я уделяю внимание граням, поочередно то один край, то другой. Затем прокатываю стержень от края к центру, поднимаю и прокатываю от другого края к центру. Повторяю это действие несколько раз, и как видно, конус уже почти готов. Остается только склеить его. Клея тут много не нужно, лишнее лучше сразу удалить. Клей использую ПВА, стоя, жду 20 секунд и при помощи пинцета фиксирую деталь. Пальцами немного поправляю форму конуса. Буквально секунд 30 и клей схватил оба стыка. Клеил я именно на клапан. Конечно, его можно было убрать, сделать внутренний клапан и склеить в стык, чтобы не было перепада. Но зачем это делать, когда стык конуса будет направлен вниз и он также будет закрываться зеркалкой? Теперь остается наклеить два диска. Сначала вклею малый диск, кладу его внутрь конуса и прижимаю. И диск встает ровно по краю конуса. Теперь проделываю все то же самое, только с клеем. Клея тут совсем нужно мало, иначе его выдавит на деталь. В нашем случае это не критично, но если деталь будет на видном месте, то тут надо быть аккуратнее с клеем. Поэтому лишний клей безжалостно удаляем. Немного клея вылезло, сразу его я убираю. Для лучшей склейки изнутри пролью клеем все стыки. Сразу нанесу клей внутри верхней грани конуса. В диске есть отверстие, поэтому продеваю в него пинцет и ослабляю хватку пальцев. Губки пинцета расходятся и фиксируют диск. И таким способом я без особых усилий размещаю диск внутри конуса. Не жду, пока клей высохнет, и сразу начинаю клеить конусную часть на основание. Шов располагаю снизу, так его не будет видно в общей сборке.
И последнее в сборке этого узла — это закручивание гаек. На противоположную часть я наклеил одну, и в принципе смотрится уже красиво. Далее переходим к сборке корпуса кривошипа ленивца. Немного напоминает форму эксцентрика. Самое сложное — это загнуть в кривой конус такую деталь. У этой развертки можно заметить 3 небольших конусных участка. Сначала закругляю участки с краев, а затем уже центральную часть. Как можно заметить, металлический стержень для центральной части расположил под другим углом. И в принципе вот этого уже будет достаточно, чтобы склеить этот неровный конус. Далее клею кронштейн. Он состоит из 2 дисков. Торцы подкрашиваю и закрываю полоской. С противоположной стороны клею крышку роликового подшипника. Ленивец устанавливается на оси, изготовленной заодно с осью кривошипа. Пока этой оси нету. Вторая ось кривошипа входит в специальный кронштейн, вваренный в корпус танка. Эта же ось проходит через корпус червячной передачи и фиксируется контргайкой. Хвостовик червяка заканчивается головкой под ключ и выходит в отверстие верхней лобовой детали. Снаружи это отверстие закрывается заглушкой. Вращение от гайки через червячную пару передается на кривошип. При его повороте расстояние между осями ленивца и ведущего колеса изменяется, и гусеница или натягивается, или ослабевает. В этой емкости лежат накладки торсионов, заглушка механизма натяжения и имитация головок болтов. Еще есть вот такая штука, которая расположена на верхней лобовой детали. Кто знает, что такое, напишите в комментариях. Далее собираю корпус втулки опорного катка. Наверное, это самая сложная часть сегодняшней сборки. В частности, из-за сложности этой развертки. В ней интересно то, что с наружного края есть углы, по которым будет сгибаться. Их, кстати, 4. А с внутреннего края углов нет, поэтому сгибов там быть не должно. Сначала я намечаю сгибы отверткой, прижимаю детали не полностью, а только с одного края. Все давление отвертки располагаю ближе к низу детали. Далее формирую сгиб при помощи пинцета. Наконечник у него конусный. Располагать конус нужно было ниже, чем край. На видео я расположил пинцет слишком высоко, и поэтому там получились углы, где этого быть не должно. Из 6 деталей хорошо получилось только 4 и 5. Думал, 6 деталь тоже получится хорошо, но как бывает всегда на видео, все получается не так гладко. После того как клей высох, вставляю внутрь конуса основания. Теперь нужно распрямить вершину конуса. Наношу немного клея на дотс. Шарик подбирает чуть большим, чем основание в конусе. Лишний клей я удаляю. И затем сглаживаю углы, вращая шарик. Сильно давить не нужно, иначе бумага промнется и мы получим обратный конус. Вот уже сейчас видно, как углы выпрямляются. Сверху конуса вклеил кольцо. Возможно, это крышка подшипника. Торцы специально я не подкрашивал, чтобы вам было лучше видно, что кольцо клеил именно сверху конуса, а не внутри. Остается взять основание втулки опорного катка. На нем я уже закрутил имитации головок болтов. Нанес клей, разместил деталь и готово. Сборку буксировочных петель в корме и носовой частях танка пока делать не буду, так как есть большой шанс оторвать их в процессе дальнейшей сборки. Также не буду клеить подножку для доступа к двигателю, я ее уже собрал. Простая конструкция из прямоугольника и треугольника. Установка поручней также уходит на потом, а вот головки болтов или гайки будут установлены сегодня. Итак, все комплектующие собраны и готовы занять почетное место на корпусе танка. Тут особо комментировать нечего, мажем клеем, лишний клей, если он есть, удаляем, ну и совет. Стараемся клеить все аккуратно. А, кстати, накладки торсионов разные, а вернее отличаются только первые накладки. У них есть небольшие фаски, повторяющие угол наклона нижней лобовой детали. Продолжая сборку, а чтобы видео не затягивалось, пока что размещу детали насухо, то есть без клея. Конечно же, через мгновение я покажу, как все смотрится. Спереди на верхнюю лобовую деталь наклеил ступеньку для удобного доступа к люку механика-водителя.
А также есть две заглушки для доступа к регулировочному винту. На наклонную броню приклеил защиту перископов, а вот и сами смотровые приборы. Фокус никак не ловится, но все же их там видно. Надеюсь, сегодняшняя сборка вам понравилась. Оцените мое видео с точнейшим лайком. Подписывайтесь на мой YouTube канал, Рутуб, ВК и Telegram. Ссылочки будут в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока.